Всем привет! Меня зовут Людмила, и вы на моем канале. Добро пожаловать! Сегодня 29 декабря, и осталось совсем немного до 2020 года. Я жду с нетерпением, так как 2019 был немного тяжеловат. Я думаю, не только для меня одной. Я думаю, вы уже заметили вот этого вот друга, который стоит за моей спиной. Да. Я сделала оленя своими руками, а как я его сделала, покажу вам прямо сейчас. Ну что же, начнем процесс создания нашего новогоднего оленя. В первую очередь нам нужны лекала. Лекала я делала сама, вот такие они в черновиках. Внизу в описании я оставила для вас лекала. Вам остается только напечатать, вырезать, и лекала готовы. Во-вторых, мы вырезаем эти детали на ткани. Я выбрала ткань флис, вот такая вот мягенькая. Кстати, если вы смотрели видео, где я шила худи с оленем, я использовала как раз вот это вот флис. После того, как мы вырезали все детали, нам нужно прошить все выточки. Вот. И соединить все детали между собой. Сейчас я вам все покажу. Складываем две половинки туловища лицом к лицу, совмещая выточки. И прокладываем строчку вокруг, оставляя отверстие для лап, и выворачиваем. Соединяем дно с лапкой. Вот такие малыши у нас получились. Выворачиваем. Оставшиеся две лапки тоже прострачиваем вокруг, оставляя отверстие, и выворачиваем. Это наши уши. Соединяем верхнюю часть носика с нижней частью строчкой. Выворачиваем носик, детали головы оленя также соединяем и выворачиваем. Кроме флисовой ткани, естественно, нам еще понадобится холофайбер. Ну, вы можете использовать синтепон. У меня это холофайбер цельный в рулоне. Еще нам понадобится вот такой холофайбер. Таким холофайбером мы будем наполнять нашего оленя. Это будет внутренность. Так, синтепон, точнее холофайбер, нам нужно вырезать по детали лапки. 2 штуки. Складываем их друг к другу и лицевой стороной внутрь подгибаем пополам. И нам нужно проложить строчку. Вот так вот. После этого нам нужно все это вывернуть. Вот так вот должно получиться, когда мы вывернем. Еще нам понадобятся вот такие вот деревяшки. Мы вырезали 35 сантиметров длиной 2 штуки и 42 сантиметра длиной 1 штука. Просверлили дырочки с 2 сторон. А брусок длиной 42 сантиметра мы просверлили только с одной стороны. Дальше нам понадобится деревяшка вот таких размеров: 5, 17 и 2. 17 ширина, 5 высота и толщина 2 сантиметра. 1 штука. Мы сразу же просверлили дырочки. И 2 дощечки 60, 10 и 2. Тоже их просверлили, отходя сверху вниз примерно 2 сантиметра. Бруски длиной 35 сантиметров просовываем внутрь лапки. И
соединяем с деталями из дерева 6 на 10 саморезами длиной 6,5 сантиметра. Держится все крепко. Теперь надеваем на них лапку из флиса. Хорошо натягиваем и теперь можем заполнять холофайбером. Набиваем плотно, чтобы не оставалось острых углов от деревянной детали. Кстати, не забудьте совместить швы. И закрываем все потайным швом вручную. Вы посмотрите, какие у нас получились лапки. Вообще. Здесь я сделала изначально круглая деталь, но вы можете сделать квадратиком. Я не стала переделывать, в принципе, лапки устойчивые, никуда не падают, кругляшка не мешается, швы кругляшки. Поэтому я оставила так же, не стала переделывать. Соединяем брусок длиной 42 сантиметра с деревянной деталью размером 17 на 5 с саморезом длиной 6,5 сантиметра. Так, займемся головой нашего оленя. Вот это у нас вот получается макушка головы. Мы ее прошили, но забыли оставить местечко для ушек. Поэтому сейчас вот здесь и вот здесь распустим немного, где-то примерно по 1,5 сантиметра, чтобы просунуть ушки. И прошьем уже с ушками. Ушки ничем мы наполнять не будем, потому что флис и так сам по себе плотный. И этого достаточно, как по мне. Но если вы хотите, можете заполнить. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот так вот. Вот наши ушки. Сделаем складочку одну и заколем, чтобы эта складочка у нас никуда не делась. Вот так вот. Вот закололи. И теперь надеваем с лицевой стороны. Втаскиваем. Так. И прошиваем. Закрепляем то, что мы распустили. Вот так вот у нас получилось. Это мы сделали. И теперь мы берем наш носик, который мы уже заполнили холофайбером. И нам нужно прошить одну сторону лицевую, там, где будут глазки, на сторону, там, где у нас выточка. Мы прикладываем лицевую сторону. И нам нужно прошить от шва до шва. Мы прошили, я немного вытащила из носика холофайбера, потому что было тяжело прошить. Поэтому не заполняйте до конца, а только до половины. Вот, и у нас получилось вот так вот. Здесь у нас получается от шва до шва мы прошили, а это мы оставляем для того, чтобы заполнить холофайбером. Сейчас будем заполнять. Сначала носик хорошенько дозаполним. Все, что мы вытащили, обратно засунем внутрь. Oh, I knew you would go back. You must be missing me so bad. When you left, you said that I don't. И также набиваем холофайбером лапки. Так, голова на месте. Ой, лапки заполнены. Другие лапки заполнены. И теперь время туловища. Вот он у нас. В туловище, вот в эти вот дырочки, которые мы здесь оставили две, мы просовываем наши ноги. Вот. И другую. Так, вот, ноги мы просунули. Теперь мы
туловища натягиваем вниз, чтобы нам не мешался. Вот так. Вот это вот концы продеть внутрь. И уже изнутри мы будем все это закреплять. Здесь мы прошьем вокруг вручную. Нитки возьмите в цвет ткани. И тогда, потом, когда мы обратно натянем туловище наверх, у нас здесь будет все чисто. Теперь на нее сверху мы укладываем нашу вот эту вот деталь. И в эти дырочки прикручиваем саморезы длиной 6,5 сантиметров. Чтобы ничего не треснуло, мы вот эти вот дырочки и сделали. Поднимаем туловище и начинаем заполнять плотно холофайбером. Брусок длиной 42 сантиметра я укоротила на 18 сантиметров, так как он слишком длинный. Нам нужно прошить потайным швом вручную вот эти вот оставшиеся части туловища. Здесь я уже прошила. Остается здесь, и будем дозаполнять. Сложенной в 4 слоя ниткой я прошила и натянула нос и пришила глаза. Аккуратно потайным швом я пришила голову к туловищу. Для того, чтобы пришить руки, я взяла длинную иголку и пришила насквозь в 3 или 4 слоя. Рога я выкроила из пальтовой ткани коричневого цвета. А в остальном также соединяем, выворачиваем, наполняем. И пришиваем все потайным швом вручную. Наш олень готов, и нужно сшить ему одежду. Это будет худи серого цвета. Из предыдущих видео вы уже должны знать, как все это соединяется. Лекала я также оставлю вам вместе с выкройкой оленя.
Loving someone is not easy, you know. Just love me harder, have no mercy on me. Just tell me louder if you're loving me. Just love me harder, have no mercy on me. Tell me louder if you're loving me. И, кстати, я думаю, мне стоит переодеться. Оп. И вот теперь, я думаю, мы готовы к встрече Нового года. Прям было бы классно с тобой фотку замутить вот такую какую-нибудь, а? И вот так мы бы стояли. Давай это, кстати, точно замутим. Пойдет на обложку. Just love me harder.